Итак, в начале января у нас появился помощник – робот-пылесос Xiaomi. Его ждали и ждали с нетерпением. В коробке сам пылесос, база и инструкция. Бумажная инструкция – это некий атовизм, поэтому первым делом мы качаем приложение My Home на смартфон и получаем инструкцию с очень дружественным, понятным интерфейсом. Приложение само предложит настроить Wi-Fi, но пылесос работает только в сети 2,4 ГГц, в сети 5 ГГц он не работает. Это приложение управляет не только пылесосом, но и другими умными устройствами Xiaomi. Итак, что можно делать в приложении? Во-первых, можно видеть заряд батареи и карту жилища. Можно настроить пылесос на уборку по таймеру. Можно выбрать язык интерфейса, английский или какой-нибудь из восточных языков. Можно выбрать режим уборки: тихий, сбалансированный, турбо и макс. Нам хватает сбалансированного. Пылесосом можно дистанционно управлять, как будто смартфон – это джойстик. У пылесоса есть история уборок и действий с ним. Интересен раздел обслуживания. Здесь указаны параметры самодиагностики пылесоса. Есть информация о состоянии фильтра, боковой щетки, основной щетки и датчиков в процентах и часах. Здесь же в меню есть руководство по эксплуатации. Оно настолько круто организовано, что даже ребенок сможет его освоить. Роботу можно задать имя. Нашего зовут Федя. Кроме этого, параметрами уборки можно поделиться с членами семьи, если они установят такое же приложение. В настройках безопасности устройство можно запаролить. И традиционно присутствует раздел с наиболее часто задаваемыми вопросами. В общем, игрушка довольно занятная и интересная. Из несущественных недостатков отмечу, что, несмотря на то, что приложение прекрасно русифицировано, из понятных языков самого пылесоса можно выбрать только английский. По-русски этот пылесос не говорит. Наверное, это не особо нужно, так как его 3-4 фразы о начале уборки, завершении уборки, постановке на зарядку или о возникшей проблеме прекрасно можно понять и по-английски. В интернете есть лайфхаки о русификации этого пылесоса, но я решил этим не заморачиваться, он и так хорош. Он не просто хороший, он приятный, он красивый, он малошумный, он удобный, он классный. Уборка он начинает со сканирования местности, затем объезжает периметр и начинает змейкой ходить по комнате. Для себя я выделил вот что. Пылесос хорошо отрабатывает как ковры, так и линолеум, паркет. Не любит кресла из Икеи, он просто в нем заплетается и запутывается. Прекрасно обходит и обрабатывает круглые квадратные ножки кровати и столов. Очень любит заглядывать под кровать. Не любит, когда есть мебель, под которую он не может заехать, но в то же время видит за ней контур помещения. Он безуспешно пытается залезть под такую мебель, но не может, не проходит по высоте. И это повторяется из раза в раз, то есть он не учится, он просто отрабатывает алгоритм. Контейнер с мусором достать и опустошить легко и просто. Конечно, робот-пылесос не станет заменой традиционному пылесосу, но однозначно делает жилище чище. Кроме этого, он все-таки требует перед началом уборки навести порядок и убрать вещи с пола. Это дисциплинирует. За 3 месяца каких-либо проблем я с ним не припомню. На моей памяти он лишь один раз намотал на себе низко висящую занавеску и попросил помощи. После этого случая перед запуском пылесоса просто убираем занавески на подоконник. Робот достаточно дерзкий. Если видит какую-то преграду, то он сначала стукается об нее бампером, пытаясь отодвинуть. Если не получается, тогда он начинает обходить преграду по периметру. Таким образом он разгоняет наших собак, если они ему мешают. Вся наша семья пребывает до сих пор в совершеннейшем восторге от него. Он прекрасно собирает мельчайший мусор, песок, обрабатывает углы и плинтусы. И при переезде в свой дом мы уверены, что купим второй такой же или похожий для уборки 2-го этажа. Спасибо, что досмотрели до конца. Если есть вопросы, я постараюсь на них ответить в комментариях. Задавайте.